Всем доброго вечера, друзья мои. У меня много работ, которые были сняты давно, может быть, лет 13-15 назад. У меня же было много каналов, которые сливались постоянно. И я поискала, и некоторые работы так и не нашла. Поскольку их огромное количество, искать в этих старых флешках, я их сохранила, но я не расположена сейчас их искать. Это долгий вопрос. Да и качество съемки тогда было не настолько лучше, чем сейчас. Я решила некоторые свои работы переснимать. Вот сейчас очередной раз снимаю одну из своих старых работ по новой. Заговорить себя, отчитать, точнее, нет, неправильно, отчитать — это убрать уже сделанное. Просто я называла это отчитка от бед, но назову немного по-другому, более подходящим названием. Поскольку у меня много подобных работ, заговорить себя от врагов и прочее. Неважно. Будет еще одна работа. Итак, в начале недели, желательно в начале недели, чтобы вся неделя прошла без лишних, нервотрепок, рекомендую начитать этот заговор. Но если вы, например, вам придется читать в другой день, не в начале недели, учтите, что раз в неделю, чтобы не путаться, просто определенный день себе определите, кроме субботы и воскресенья. Вообще защитные работы лучше проводить, если защита нужна срочно, естественно, день не надо ждать. Но для себя заговаривать себя от всяких бед и от всяких неприятностей лучше специальный день, чтобы, например, повторить именно в этот день. Суббота и воскресенье, выходные дни и праздники, они обладают немного другой энергией. Поэтому я вам давала работу, как призвать деньги в праздник, использовать энергию праздника. Энергия праздничных дней и выходных дней не самая лучшая, поскольку это не касается дней памяти, например. А именно выходные, гулянки такие, знаете, и не самая лучшая энергия, собственно говоря, в эти дни, потому что, сами знаете, у нас пока еще культура питья не очень, да. И люди не то что радуются или собираются вместе, чтобы хорошо провести время, они, как правило, собираются выпить. А выпивка, она приводит к очень плачевным последствиям. И поэтому и выходной день, он насыщен энергией боли, агрессии, зла. Старайтесь защитные и иные заговоры чаще выполнять в другие дни, чем выходные. В выходные можно чистки делать, да, они как раз с этой агрессией уйдут. Итак, читать нужно 6 раз на зажженную свечу, любую свечу. Здесь источник огня важный. Эту свечу можете использовать в других ритуалах, если она большая, вот как здесь, например, да. Здесь она полупарафиновая, полувосковая, так вперемешку.
не имеет никакого значения. Если нужен именно воск или черный воск, я, естественно, обозначу. Но здесь этого не нужно. Здесь просто должен быть источник огня. Когда начитали, не дуйте огонь, а просто гасителем как бы погасите свечу. Пальцами не стоит, у вас не казенные пальцы каждый раз. Почему, например, с ведьмами не справляются, сколько бы ни пытались устраивать там травли, сколько бы ни пытались делать гадости человеку силы, если это настоящая ведьма. В любом случае, рано или поздно, чаще всего рано, за короткое время это все рассыпается, и люди кто куда, у всех в судьбе какая-то гадость начинает происходить, некоторые вообще физически уходят, потому что у ведьм есть защита. И вот такой защитой, собственно, я и вас учу призывать эту защиту в свою жизнь, чтобы поменьше было гадких, подлых, тщедушных, мелочных людишек вокруг, которые просто из-за зависти, из-за своей собственной неполноценности, да и вообще из-за генетической ненависти к касте воинов не преследовали, не портили вам жизнь. Справиться можно, естественно, если человек интеллектуально сильнее и душой богаче и выше, он в любом случае справится с такими врагами, однако потеряет очень много энергии и сил, жизненных сил, которые нам нужны для свершения, для того, чтобы добиться многого. Подобные личности, они забирают много энергии, если, конечно, борьба серьезная, да. Но вот чтобы до этой борьбы не доходило, потому что уверена, что каждый из вас уже за плечами имеет такую войну, и этого достаточно. И опыта достаточно, и нервов. Обезопасить, подстраховаться, собственно говоря, от подобных существ, от подобных ситуаций. Читаем. 6 раз. Я не знаю, 6 раз начитаю или нет, потому что я должна еще успеть другие работы снять. Ну, читать нужно 6 раз. После чего нужно погасить. Здесь нет откупа, она не нужна, но если через некоторое время вы почувствуете, что вот буря обходит вас стороной постоянно, но если у вас нервная работа, предположим, если у вас есть какие-то подозрения о том, что вас могут преследовать, смотря где вы работаете. На любой работе, если человек добивается успеха и вершины, сразу же попадает в поле зрения ничтожеств, которые пытаются его затянуть в свое болото и утопить. Читайте. И вот когда вы через некоторое время заметите, что вот всех касается вокруг и коснулось, а вас обошло стороной, сделайте взамен тоже какое-нибудь доброе дело, мы об этом уже говорили. Откупитесь как-то, кому-то помогите, да, подберите животное, пристройте, тоже сделайте доброе дело, потому что мироздание не любит тех, кто только просит и только получает. Для равновесия этот человек должен и отдать что-то другим. Тебе помогли, и ты помогай кому-нибудь. Начнем. Глядя в огонь, начитывайте, смотрите, снова читаете, то есть в поле зрения держите огонь. Поднимись вокруг меня, защитная неприступная стена. Не коснись меня, враг, ни словом, ни делом, ни огнем, ни мечом, ни булавой, ни ножом, ни клеветой, ни судом, ни злобой, ни доносом, ни ночью, ни днем, ни один волос не упадет от вражьей руки. Истинно так. Извиняюсь, ни один мой волос не упадет от вражьей руки. Истинно так. Здесь я невнятно написала.
Я когда переписываю свои работы, иногда самой бывает сложно читать. Поднимись вокруг меня, защитная неприступная стена. Не коснись меня, враг, ни словом, ни делом, ни огнем, ни мечом, ни булавой, ни ножом, ни клеветой, ни судом, ни злобой, ни доносом, ни ночью, ни днем. Ни один мой волос не упадет от вражьей руки. Истинно так. Поднимись вокруг меня, защитная неприступная стена. Не коснись меня, враг, ни словом, ни делом, ни огнем, ни мечом, ни булавой, ни ножом, ни клеветой, ни судом, ни злобой, ни доносом, ни ночью, ни днем. Ни один мой волос не упадет от вражьей руки. Истинно так. Поднимись вокруг меня, защитная неприступная стена. Не коснись меня, враг, ни словом, ни делом, ни огнем, ни мечом, ни булавой, ни ножом, ни клеветой, ни судом, ни злобой, ни доносом, ни ночью, ни днем. Ни один мой волос не упадет от вражьей руки. Истинно так. Поднимись вокруг меня, неприступная стена. Не коснись меня, враг, ни словом, ни делом, ни огнем, ни мечом, ни булавой, ни ножом, ни клеветой, ни судом, ни злобой, ни доносом, ни ночью, ни днем. Ни один мой волос не упадет от вражьей руки. Истинно так. Поднимись вокруг меня, защитная неприступная стена. Не коснись меня, враг, ни словом, ни делом. Ни огнем, ни мечом, ни булавой, ни ножом, ни клеветой, ни судом, ни злобой, ни доносом, ни ночью, ни днем, ни один мой волос не упадет от вражьей руки. Истинно так. Начитывайте. Начитывайте вместе с другими работами, заговорами. Оберегайте себя. Наш мир полон подлых, мелких людей, которые, сами ничего не добившись в этой жизни, очень любят портить жизнь другим людям. И чтобы не тратить на них потом свое время, свои душевные силы для того, чтобы справиться и спасти, да, свою репутацию и свою работу и прочее, лучше изначально остановить, изначально начитать. И поверьте мне, что эти невидимые силы для глаз, они приходят и помогают. И магия, она реальная, она работает, спасает, помогает, останавливает опасности на полпути. И человек, который с уважением, с доверием относится к силам мироздания, а это все силы мироздания, получает их защиту. Задача ведьм – обратить внимание этих сил на человека. Вот тем, что я вас учу, тем, что я вам дарю, объясняю, говорю, как надо делать, что в разных ситуациях. Денежные, там, защитные работы, любовные. Не очень люблю призывать любовь, не надо, она сама приходит. Мироздание сама дает. Но мало ли какой-то ситуации, предположим, призывать нужного человека и так далее. Это все делается для того, чтобы обратить внимание сил на человека. Если человек начинает к ним обращаться, правильно обращаться, то они обращают на него внимание. Со временем вы начинаете видеть, как все под вас подстраивается. Тонкий мир начинает подстраиваться под вас и берет вас под свою защиту. И не только вас, но и ваших детей, ваших близких, потому что вы по крови с ними связаны. Желаю вам удачи и всех благ.